Джек наслаждался редким уютом раннего вечера, взбивая подушки, пока снежинки шептали о приближающейся буре. Снаружи было безжалостно холодно, но внутри старик находил утешение в тепле своей постели. Только он собрался устроиться поудобнее, как тишину нарушил звонок в дверь. Вздрогнув, он зашаркал вниз по лестнице, бормоча что-то о неожиданных посетителях в столь поздний час. Открыв дверь, он увидел свою молодую соседку. Ее бледное лицо выражало беспокойство. «Мистер Смит, у вас на заднем дворе собака. Должно быть холодно», – взволнованно сказала она. Джек, смутившись, кивнул и пообещал проверить. Натянув толстое пальто, шарф и перчатки, он приготовился к пронизывающему холоду. Он заметил собаку, крепко прижавшуюся к забору. Ее шерсть была спутана и сливалась с обледенелой землей. Джек двигался осторожно, на сердце у него было тяжело от беспокойства. Когда он приблизился, собака вскинула голову, ее дикие глаза встретились с его. Из ее груди вырвалось глухое рычание, заставившее Джека застыть на месте. Джек мягко заговорил, пытаясь успокоить собаку. «Полегче, я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль». Пёс медленно пошевелился, и стало видно, что у него под брюхом что-то есть. Пульс Джека участился, когда до его слуха донеслись слабые, странные звуки. Сначала он подумал о котятах. Вздрогнув, он бросился обратно в дом, схватив ноутбук, чтобы спросить совета, но что-то в приглушенных звуках не давало ему покоя. Они не совсем совпадали. Что защищала собака? Джек понимал, что время на исходе, шторм усиливается, и что бы ни лежало под собакой, оно не переживет эту ночь. Преисполненный решимости, он начал разрабатывать план спасения их обоих. Джек мерил шагами комнату, ломая голову над тем, как безопасно подобраться к собаке. Он не мог рисковать, но и оставить ее на улице во время непогоды тоже не мог. Надев несколько дополнительных слоев одежды и толстые садовые перчатки, он приготовился к новой попытке. На этот раз он принес пакет с сосисками, надеясь, что соблазнительный запах отвлечет собаку от того, что она охраняла. Снаружи завывал ветер и безжалостно кружился снег. Джек осторожно положил первую сосиску так, чтобы собака могла дотянуться до нее. Теплый пикантный аромат разнесся в морозном воздухе. Пёс дернул носом, но не сдвинулся с места. Его защитные инстинкты были непоколебимы. Джек, ничуть не смутившись, проложил дорожку из сосисок, и каждый кусочек вел все ближе к сараю. С каждым шагом его сердце учащенно билось, а холод подтачивал его решимость. Отойдя к окну, Джек с тревогой наблюдал, как пёс колебался. Пёс снова понюхал воздух, затем осторожно шагнул вперед. Голод пересилил осторожность, и он начал есть сосиски, медленно продвигаясь к сараю. У Джека перехватило дыхание, когда пёс наконец переступил порог. Он выбежал на улицу и быстро закрыл за собой дверь сарая, защищая собаку от непогоды. Его охватило облегчение, но его внимание быстро переключилось на то место, которое собака так яростно охраняла. Снег продолжал падать, и Джек опустился на колени и смахнул слой льда, обнаружив источник слабых странных звуков. Его сердце чуть не остановилось. Под собакой лежали два крошечных совенка, их пушистые перышки были распушены от холода, а широко раскрытые глаза смотрели на него с молчаливой мольбой. Джек осторожно завернул хрупких созданий в теплое одеяло и поспешил отнести их в дом. Он поместил их в уютную коробку возле камина, где тепло помогло бы им прийти в себя. Но его облегчение было недолгим. Его мысли быстро вернулись к собаке. Она выглядела такой хрупкой, ее тело дрожало от усталости. Джек вернулся в сарай и обнаружил, что пес лежит на полу. Его дыхание было поверхностным, а когда-то настороженные глаза полузакрыты. Пес явно пожертвовал всем, чтобы защитить совят. Сердце Джека сжалось, когда он понял, что животное находится на грани срыва. Он не мог позволить собаке умереть после такой храбрости. Собравшись с силами, Джек поднял хрупкое животное на руки и отнес в тепло своего дома. Внутри Джек осторожно положил собаку возле камина, завернув ее в толстое одеяло.
Тепло от огня наполняло комнату, но, казалось, на собаку это не действовало. Её дыхание оставалось поверхностным, хрупкое тело не реагировало. Сердце Джека упало, когда он увидел, как некогда защищавшее его животное изо всех сил пытается удержаться. Ему была невыносима мысль о том, что он может потерять её, особенно после всего, что он сделал для совят. Меряя шагами комнату, Джек ломал голову в поисках решения. В приюте для животных ему уже сказали, что не могут прислать помощь из-за шторма. Время поджимало. Дрожащими руками схватив телефон, Джек позвонил своему другу, местному ветеринару. «Вы должны мне помочь», – умолял он хриплым от нетерпения голосом. Ветеринар, осознав серьезность ситуации, согласился без колебаний. «Джек, приведи собаку, я все подготовлю». Полной решимости спасти собаку, Джек плотно завернул ее в одеяло и приготовился к опасной поездке. За окном бушевала буря, в темную ночь валил снег, а свирепый ветер хлестал по дому. Джек аккуратно завернул совят в другое одеяло и положил их на пассажирское сиденье рядом с собакой. Поездка к ветеринару была опасной. Обледенелые дороги и плохая видимость превращали каждый поворот в рискованную игру. Джек крепко сжал руль, его сердце бешено колотилось, когда грузовик слегка заносило на замерзшей дороге. Наконец, сквозь снежную завесу показался слабый отсвет ветеринарного кабинета. Джек прерывисто выдохнул, когда заехал на стоянку и внес собаку внутрь. Ветеринар был готов и ждал, сразу же отведя собаку в подсобку для оказания неотложной помощи. Джек остался в комнате ожидания, а совята уютно устроились в своем одеяле. Шли часы, и каждое мгновение тянулось невыносимо долго, пока Джек сидел в тишине. Когда ветеринар наконец появился, на его лице сияла ободряющая улыбка. «Джек, ты совершил нечто экстраординарное», — сказал он. «Сейчас состояние собаки стабильное. Если бы ты вовремя не вмешался, она бы не выжила». Джека охватило облегчение. Его плечи поникли, когда напряжение спало. «Спасибо», – пробормотал он, и в его голосе прозвучала благодарность. Ветеринар объяснил, насколько тяжелым было состояние собаки. Она была истощена и страдала от переохлаждения. Тем не менее, несмотря на свою хрупкость, собака проявила невероятную стойкость. Джек рассказал ветеринару о защитном поведении совенка и собаки, восхищаясь их храбростью. Ветеринар восхищенно кивнул и осмотрел сов, подтвердив, что они хорошо выздоравливают и будут перевезены в заповедник дикой природы. Они получат необходимую заботу, чтобы окрепнуть и в конце концов вернуться в дикую природу. Когда буря за окном утихла, Джек почувствовал, как на него накатывает волна усталости. Он направился домой, на него давили события прошедшей ночи. В его некогда пустом доме, холодном и тихом, теперь стало теплее. Самоотверженность собаки и хрупкость совенка пробудили что-то глубоко в нем, целеустремленность, которой он не ощущал уже много лет. На следующее утро первая мысль Джека была о собаке и совятах. Он быстро оделся, желая узнать, как у них дела. Дороги все еще были покрыты снегом, но теперь, когда буря миновала, стало намного безопаснее. Когда Джек добрался до кабинета ветеринара, у него отлегло от сердца, когда он увидел, что пес проснулся, а его глаза сияли ярче, чем накануне вечером. Как только пес заметил его, он слабо завилял хвостом и, с трудом поднявшись на ноги, подошел к Джеку. Ошеломленный Джек опустился на колени и нежно погладил его по голове. Пес прижался к нему, и с его губ сорвалось тихое поскуливание, словно выражая свою благодарность. Глаза Джека затуманились, когда он осознал глубину возникшей между ними связи. В последующие дни Джек регулярно посещал ветеринара, проверяя, как собака восстанавливает силы. Каждый визит укреплял их связь. Собаку, которую Джек назвал Скаут в честь ее бдительного духа, стала символом мужества и преданности. Джек, который провел столько лет в одиночестве, почувствовал, что его сердце раскрывается так, как он и не предполагал. Когда Скаут окреп, Джек принял решение.
Он не мог расстаться с собакой, она стала неотъемлемой частью его жизни. При поддержке ветеринара Джек подписал документы на усыновление и забрал Скаута домой. Скаут поселился в доме Джека так, как будто он всегда принадлежал ему. Когда-то тихий дом теперь наполнился теплом дружеских отношений. Скаут повсюду следовал за Джеком, нетерпеливо виляя хвостом, и они быстро стали неразлучны. Храбрость собаки глубоко тронула Джека, а ее мягкий, преданный характер придал ему целеустремленности. Джек находил радость в самых простых моментах. Он гулял со Скаутом по заснеженным улицам, проводил тихие вечера у камина и наблюдал, как пес с каждым днем становится все здоровее и энергичнее. Скаут заполнил пустоту, которую Джек долгое время воспринимал как часть своей жизни, принеся свет и тепло в сердце старика. Тем временем совята процветали под опекой заповедника дикой природы. Джек время от времени получал новости от разведчиков, узнавая, что они становятся сильнее и скоро будут готовы вернуться в дикую природу. Осознание того, что у них будет шанс жить своей жизнью благодаря защитным инстинктам Скаута, наполнило Джека гордостью. Снежная буря, которая когда-то казалась надвигающейся угрозой, принесла в жизнь Джека неожиданные благословения. Это напомнило ему о силе сострадания и красоте установления связей даже в самых неожиданных обстоятельствах. Скаут не только спасла совят, но и избавила Джека от его изоляции. Шли недели, и связь Джека и Скаута становилась все крепче. Скаут стал больше, чем просто товарищем. Это была семья. Джек, который когда-то неохотно открывал свое сердце, теперь был преисполнен благодарности к собаке, которая, несмотря на шторм, защищала других. Однажды вечером, когда Джек сидел у камина со Скаутом, свернувшимся клубочком у его ног, он размышлял о том, как сильно изменилась его жизнь. Шторм был жестоким, но он принес с собой верного друга, новое чувство цели и напоминание о неожиданных радостях жизни. Джек улыбнулся, чувствуя умиротворение, которого не испытывал уже много лет. Скаут пошевелился, глядя на него доверчивыми глазами, и Джек наклонился, чтобы почесать его за ушами. «Хороший мальчик, Скаут», – тихо пробормотал он. Хвост собаки застучал по полу. Тихое, но мощное подтверждение их общей связи.